Кстати, этим же занимался 95-й квартал, есть этому прямые доказательства. Но те, кто все-таки себя причисляет к интеллигенции, я все-таки призываю вас хотя бы сказать свое слово на происходящее. Здравствуйте, друзья! Это видео меня побудило записать интервью Андрея Макаревича, которое он дал очередному такому полузасланному казачку, полулюбителю путинского режима, где Макаревич фактически этого журналиста размазал. И задумался я вот о чем. Смотрите, до войны в Украине, до аннексии Крыма, до аннексии Донбасса, в принципе, практически с самого начала путинского режима в России интеллигенция, то есть определенное количество людей внутри интеллигенции, стало в прямую оппозицию с Путиным, что отображалось в их творчестве. Там, вы помните, были марши несогласных. Сейчас после преамбулы я покажу вам очень интересное видео, которому потом дам оценку, и вас попрошу в комментариях дать свою оценку. Так вот, после аннексии Крыма и Донбасса случился апогей, скажем так, этих взаимоотношений интеллигенции и Путина. Это все стало гораздо жестче. Сейчас, когда Путин открыто напал на нашу страну, Макаревич выехал в знак протеста, Пугачева выехала, Галкин Максим выехал, Семен Слепаков выехал. Там много, целая плеяда людей выехали. А сейчас я представляю вашему вниманию, возможно, многие из вас это видели, но мне было полезно обновить память, и вам будет полезно. Если я не ошибаюсь, это 2010 год. Послушайте встречу интеллигенции с Путиным и перепалку. Мы можем поговорить на любую тему, связанную с нашей сегодняшней темой, а можно и... Можно, да? Да. Просто мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов, политических и разных. Это как вас зовут? Юра Шевчук, да. Юра, Юра, это провокация. Провокация какой-то. Мой помощник не мог вам позвонить по этому поводу. Ну, не ваш помощник, ну кто-то. Ну, какой-то чудак, да. Уже не скучно. У меня есть вопросы, честно говоря. И давно накопилось, и пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь собрался, потому что вы видите перед собой, может быть, зачатки настоящего гражданского общества, о котором вы говорите, и нам оно снится, да, это общество. И что я хочу сказать? У меня несколько вопросов просто. Первое — свобода, слово такое. То есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя такая. Есть князей и бояр, да, с мигалками, и есть тягловый народ, и пропасть огромная. Вы все это знаете. С другой стороны, ведь единственный выход, чтобы все были равны перед законом. И бояре, и тягловый народ. И чтобы шахтеры не шли в забой, как штрафные батальоны, да? Вот, чтобы это было все по-человечески, чтобы у нас была личность в стране, свободная, уважающая себя, и тогда поднимем патриотизм. Потому что патриотизм плакатом его не создашь. А у нас, я вижу, очень много, и я не один. Интеллигенция, очкарики, скажем так, мы видим очень много. И вот видим этот плакат, внешние проявления, попытка построения патриотизма, какой-то совести в стране путем гимнов и маршей, ну и так далее. Все это мы проходили. Только гражданское общество, только равенство всех перед законом, всех, абсолютно, всех, и вас, и меня, тогда вот здесь что-то начнется. Что-то начнется, и мы будем строить и больницы, и помогать и детям, ну и вообще и нищим, коллегам, старикам, и все это будет идти от души искренне и честно. Но для этого нужна свобода прессы, потому что ее сейчас нет. Есть 1,5 газеты, и там полтелевидения. На самом деле, то, что мы видим по ящику, извините, это просто, это не полемика даже, это просто, ну, те же марши и гимны. Вот. И на самом деле протестный электорат растет в стране. Он растет, вы это тоже знаете, много недовольных сложившейся ситуацией. Как вы думаете, произойдет ли вот, есть ли у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно
либерализации, демократизации настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству и своему карману. Да. Но вообще репрессивные органы, их очень много у нас. Я вам искренне вот задаю этот вопрос и завершаю практическим вот таким вопросом. 31 мая будет марш несогласных в Питере. Он будет разгоняться или нет? Все. Пока да. Но я могу вам дать то, что мы с ребятами тут сочинили вам. Даже не сочинили, а какие-то факты, то, что происходит в стране, наше мнение. Хорошо, спасибо. Я обязательно посмотрю. Да. Прежде всего, хочу сказать, что без нормального демократического развития будущего у страны не будет. Будущего у страны не будет. Конечно, не будет. Это очевидный факт. Очевидно. Потому что только в свободном обществе человек может реализоваться. А реализуя себя, и страну развивает, и науку развивает, и производство развивает по самому высокому стандарту. Если этого нет, то наступают последствия стагнации. Это очевидный факт и всеми понимается. Значит, это первый тезис. Второй. Все должны действовать в рамках закона. Вы абсолютно правы. Значит, ну вот с этого момента наступают вещи, которые требуют профессионального подхода. Вы упомянули про шахтеров. Да. Я могу вам сказать, что я очень близко к сердцу принимаю все, что там происходит. И я тоже. Да. Значит, но профессиональный подход требует взвешенного анализа и правовой, и экономической ситуации. Согласен. Вот почему там одна из причин того, что там происходит, почему это происходит? Мне говорят, что одна из причин это потому, что постоянная составляющая заработной платы на некоторых шахтах, так как она спасает, например, 46-45%. Да. А все остальное это как бы премия. И за эту премию люди идут туда в шахту и идут даже на нарушение техники безопасности. Ну, я тоже в курсе, да. Да. Значит, ну вот я принял такое решение и дал соответствующее поручение с тем, чтобы вот эта постоянная составляющая была, скажем, не менее 70%. Но, Юра, хочу вам сказать, что это касается, допустим, коксующих углей. Вот сейчас начинается профессиональная часть. А есть энергетические угли, где уровень рентабельности гораздо ниже. И там, вот если это все в тарифе сидит, это постоянная составляющая. Если там ее увеличить бездумно, да, то может наступить ситуация, при которой все шахты, где добываются энергетические угли, просто будут закрыты. Они будут нерентабельными. Если вы выступаете за рыночное хозяйство, то в условиях рыночной экономики они просто закроются. А я так понимаю, что вы сторонник рыночной экономики, а не директивной. И они закроются. Значит, это только одна составляющая. Теперь вы говорите, вот милиция служит таким, служит таким, только начальником. В милиции всяких людей хватает. Это там срез нашего общества вообще. Вот, да, это часть страны. И там не с Марса люди приехали. Да? Там есть люди, которые верой и правдой служат своему народу. И не жалеют не только здоровья, и жизни своей не жалеют. И под пули идут. Да? И своими машинами, те же самые гаишники, которые мзду снимают и бабки стригут на дороге. Есть такие, но есть такие, которые детей своим телом закрывают, машины подставляют и погибают. Есть и такие, поэтому мазать всех одним черным дегтем считаю несправедливым. Я не мажу, но есть такие, кто... Вы не мажете, но вы сказали, менты, они служат начальству, а не народу. Вы так сказали. В основном, да. Нет, Юра. Почему? Вот я хотел... Юра, дорогой. Я шел на марш не согласен. Нет, секундочку. Сейчас я иду на марш не согласен. Нас 500 человек. 2500 ОМОНовцев. Можно подискутировать. Кого-то убили, зарезали. Я внимательно слушал и не перебивал. А вот то, что у нас дискуссии не получится, у нас получится базар. Хорошо. Значит, ну так вот. Значит, я считаю, что несправедливо всех под одну гребенку. Хотя проблем там хватает. У нас такой уровень общей культуры. Как человек только получает какую-нибудь
удостоверение, палку какую-нибудь в руки, он сразу начинает размахивать ей и пытаться зарабатывать на эти деньги. Но это характерно не только для милиции, это характерно вообще любой сферы, где есть властные полномочия и возможность получить вот эту сумасшедшую ренту административную. Значит, по поводу марша несогласных. Есть определенные правила. Эти правила предусматривают, что такие мероприятия регулируются местными властями. Кроме тех людей, которые выходят на марш, согласных или не согласных, есть и другие люди, о правах которых мы не должны забывать. И если вы решите провести марш несогласных, я прошу прощения за, вот, может быть, слишком резкие вещи, скажем, у больницы, где будете мешать, где будете мешать детям, скажем, больным, кто вам позволит там проводить этот марш из местных властей? И правильно сделают, что запретят. Нет. А теперь вы хотите провести его там, где, допустим, люди должны в пятницу выехать на дачу. Ну, к примеру просто. Или в воскресенье вечером вернуться с дачи. Да они вас там такими мутюгами покроют. И местные власти заодно. Но это совсем не значит, что власть должна прикрываться теми вещами, о которых я говорил, и создавать условия невозможные к проявлению свободы слова. Это вопрос, который должен решаться вместе с властью. И я надеюсь, что в Петербурге будет сделано именно так, по уму, с правом для граждан выразить свое несогласие с политикой властей по тем или другим вопросам, но с тем, чтобы люди, которые будут участвовать в этой марше, не мешали другим, которые не хотят демонстрировать, а хотят просто добраться домой вовремя, хотят поехать к семье, к детям там, и так далее. Вот нужно выработать. На самом деле, я хочу, чтобы вы поняли, для меня, уверен, для других представителей государственной власти, вы знаете, это не мешает, наоборот, помогает. Конечно. Если я вижу, что люди вышли и не просто чтобы побазарить, так, значит, попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки, на которые власть должна обратить внимание. Что же здесь плохого? Спасибо надо сказать. Вот я так к этому отношусь. Но вы видите, местные власти просто они тут же забивают все площади всякими там каруселями, не знаю, в этот день. Тут очень много лицемерия просто. Я с вами здесь согласен. Но я хочу сказать вам, что в прошлом году вот весь город бился за спасение архитектурной центра Петербурга. И как давили, вы даже не представляете. Давили просто страшное дело. А ведь мы дрались за город. Просто потому что мы же в нем родились, в этом удивительном, жемчужном мире. И ведь какие препоны только, чего только не было. А народ от этого звереет. А зачем это делать? Почему? Все, вы же большой вес имеете. Надо его там как-то... 76 килограмм. Ну что же, позвольте. Можно тост? Пожалуйста. Потому что уже спектакль, да? Я хотел бы выпить за наших детей. И в какой они стране будут жить? Мрачной, злобной, коррумпированной, тоталитарной, авторитарной, с одной партией, с одним гимном, с одной мыслью о светлом мире. Гимн действительно должен быть. Один, да, согласен. Да, можно и 15. Почему нет? Или светлый, демократичный, где действительно все равны перед законом. Все, ничего больше не нужно. Но, к сожалению, пока этого нет. Но очень хотелось бы, чтобы наши дети жили в этой стране и выздоравливали в ней. Вот такой тост. Извините. Спасибо. Давайте. Какой тост, такой напиток. Да. Я, кстати, хочу сказать, что если дети будут вести трезвую жизнь, это будет еще лучше. Ну, насчет одного гимна вы, конечно, это хорошее получилось, да? Но у нас, знаете, как-то в свое время, в начале 2000-х годов, насчет одного гимна, кстати, это оговорка по Фрейду, как в таких случаях говорится. Вот, когда мы начали смотреть конституции и уставы субъектов федерации и наших республик, вот, в общем, вот демократия была. Было там все.
и суверенитет, и своя граница, и собственность. Все. Не было только одного. Указание на то, что этот субъект – часть Российской Федерации. Поэтому я полностью присоединяюсь к тому, что было сказано. Это всегда должно быть в одном флаконе. И демократия, и законность. Законность невозможна без демократии. Но и демократия невозможна без соблюдения закона. Вот мне кажется, что это очевидная истина. Очевидная просто. Но закон... Она невежественная, никто об этом не знает. Об этом знают Надо многие. А если мы еще в присутствии таких уважаемых людей, которые здесь сегодня собрались, будем говорить об этом почаще, знать будут еще лучше и большее количество. А теперь давайте внимательно разберем, что было на видео. Значит, на видео была некая встреча. Шевчук пошел в лобовую. Великий человек, безусловно. Шевчук пошел в лобовую. Путин сказал, конечно, туфты много, но сколько правильных вещей он сказал, и как все-таки он солидно смотрелся там. В каком плане солидно? Если бы я не знал, кто это такой, и тогда и сейчас, просто был, допустим, американцем, который не очень-то в теме, я бы подумал, да, не такой уж плохой президент. Но после вот этого всего он аннексировал Крым, Донбасс, натворил горя, сейчас открыто напал, устроил войну в центре Европы. И если вы в России сейчас выйдете просто с бумажкой, чистым листом станете, вас тут же упакуют в автозак и до свидания. Не буду напоминать, что он сделал с Навальным и все эти подробности. И к какой мысли я прихожу. А в Украине вообще есть интеллигенция? На мой взгляд, то, что я вижу, в Украине есть только Басковы и Киркоровы, наш аналог, наша альтернатива, которые способны только за серебряники петь в поддержку, как это было при Януковиче, в агитационную. Кстати, этим же занимался 95-й квартал, есть этому прямые доказательства. Я никогда не слышал ни от кого в Украине, я, к сожалению, просто к интеллигенции не принадлежу, я скорее к буржуазии, чтобы кто-то вот Зеленскому нашему, например, открыто высказал свои претензии. То, что 95-й квартал когда-то был якобы в оппозиции к Януковичу, хотя там, если разобраться и вспомнить сказочную Русь, там очень так все белыми нитками шито. То он это делал под крышей олигархов за очень большие деньги. Это не рыночные деньги, это политический заказ. Но даже тогда, я всегда замечал, даже тогда его никто не трогал, в отличие от самого Зеленского. Ну так вот, никто не выступил, никто не сделал такие поступки, которые даже в России несколько, мало, очень мало. Для такой огромной страны это все равно, что ничего. Но все-таки кто-то есть. У нас и того нет. Только сейчас я увидел, я вообще не слушаю музыку Сергея Бабкина, я услышал, мне прислали эту песню, потому что хайп был, называется «Зрада», где хотя бы тонкий намек на то, что у нас что-то идет не так. А что, до войны Зеленский какую-то вел правильную политику, мы процветали и только война нам все испортила? Да нет, мы в тартарары катились просто с конкретной скоростью, вот так, сверху вниз. Кто тогда что-то сказал? Нет, есть такое кодло под названием «1+1», где вот эти все Юры Горбуновы и вся вот эта толпишка околокварталовская, они делали денежки, всякие шоу, им главное было друг друга целовать в губы, особо не высовываться, косить деньги, их вообще не интересовало. Тут еще их друг, вожак пришел к власти. Не жизнь, а малина. Поэтому я просто не вижу интеллигенции в Украине. Ну, получается, что ее настоящей интеллигенции, вот настоящей, как сказал Шевчук, очкариков, ее просто нет. Возвращаясь конкретно к Путину. Если вы сейчас внимательно послушаете выступление Зеленского, и сейчас, и перед войной, в принципе, возьмете, начиная с 2-го года президентства Зеленского, вот какие-то подобные такие нарезки, он будет говорить тоже типа много правильных вещей. Но эти слова так и остаются словами. Так как это случилось и в ситуации с Путиным. Там тоже просто слова, а потом последовали действия. Я к тому веду, что очень похоже. Но там в 2010 году хотя бы такой диалог был возможен. Я хочу сказать, я не представляю сейчас Зеленского и до войны, в принципе, вот в таком жестком диалоге. То, что было там, да, на пресс-конференции, когда Бутусов там вообще откровенно начал, ну, даже, по-моему, немножко вышел за рамки против Зеленского, это тоже политика. А вот так, чтобы с интеллигенцией подискутировать, он на это не способен. Путин, конечно, позанимался показухой, итоги мы всего этого видим, но у нас-то гражданского общества, получается, нету. Сейчас такие люди, как я, подают голос, но как все, с политической эмиграцией.
С Украиной это сделать невозможно, будет один ответ: на фронт. Почему не на фронте? Общество не хочет понять, что есть еще другие, тоже очень важные вещи, которые надо обсуждать. Я прошу вас написать свою точку зрения в комментариях. И в завершении хочу подвести к мысли, что нужно просто присмотреться. На мой взгляд, у нас подрастает свой Путин. Вот в чем проблема. От одного отбиваемся снаружи, а другого взрастили изнутри. И все идет просто по всем канонам. Там Березовский, здесь Коломойский. И много-много таких нюансов. Там одно по телевизору показывают, и Эрнст всем заправляет. Здесь единый телемарафон. Там никакой критики невозможно, здесь никакой критики невозможно. Выключил всех из политического процесса. Только хвалите меня. И подконтрольные телеграм-каналы в один голос. Как вы смеете на президента во время войны? У нас же война. Чем вы лучше Медведчука? Тем лучше Медведчука и медведчуковских каналов, это же отсылка идет типа канала Медведчука, что там была открытая пропаганда русского мира. А мы занимаемся идеями новой Украины. И для меня лично Зеленский не равно Украина, точно не вся Украина. Украина — это моя страна и моя родина, а вот, это случайный президент. И для меня это вообще не одно и то же, и вам рекомендую так не жить, если кто-то из вас так делает. Еще раз повторяю, напишите мнение в комментариях, особенно для тех, кто досмотрел полностью перепалку Путина с Шевчуком. Это важно. Проведите параллели. Ну а те, кто все-таки себя причисляет к интеллигенции, я все-таки призываю вас хотя бы сказать свое слово на происходящее. Потому что кто такой Путин, мы все знаем, и если 1001 раз повторить, что Путин это фашист, всем это и так понятно, всем это известно, все мы это понимаем. Давайте о нашей стране немножко тоже поговорим, потому что может оказаться так, что потом будет поздно о чем-либо разговаривать. Спасибо, подпишитесь, пожалуйста, на канал, это тоже очень важно, поставьте лайк, колокольчик. Пока.